еще раз о тоне, о тоновой шкале. Тон может говорить о светосиле или представлять собой одну из трех характеристик цвета наряду с яркостью и насыщенностью. В данном случае нас интересует тон как светосила. Темнее – светлее. От самого светлого до самого темного. Тоновой диапазон, шкала, тоновые возможности картины. Яркий по цвету объект, красное пятно, например, казалось бы, главный контрастный раздражитель, пропадает, когда цвет выводит из уравнения. Так что да, наши предпочтения и восприятие значимости часто связаны не только с тоном, но сейчас мы постараемся сконцентрироваться только на нем. Потому что он лучше отвечает за форму, а значит и иллюзию пространства стоит строить, основываясь преимущественно на тоне, не цвете. Понять то самое верное, истинное значение тона практически невозможно. Наш глаз несовершенен или слишком совершенен. Нас отвлекает цвет. Из-за раздражения фоторецепторов мы склонны приписывать ярким объектам более высокие или низкие тональные значения в зависимости от окружения. Да еще зрачок работает как диафрагма фотоаппарата, открывается при недостаточной освещенности и сужается при рассмотрении яркого объекта. Чем больше мы вглядываемся в темноту, тем светлее она становится. Чем больше мы обращаем внимание на светлые зоны, тем больше мы видим там деталей. Кстати, один из преподавателей в моем учебном заведении предлагал так называемый метод широкого взгляда. Расфокусировка – максимально общий охват сцены для понимания верного тона. Нас, конечно, несколько потешали студенты, которые то мотали головой, то сводили зрачки к переносице, то закатывали глаза к потолку, добиваясь той самой расфокусировки. С подобным вариантом, когда нужно смотреть сквозь плоскость или наоборот, мы все наверняка встречались, сталкивались с этим в забавных опытах со стереокартинками. Их до сих пор много в сети. Одним словом, расфокусировка, так расфокусировка, лишь бы помогала. Кто-то на телефон снимает и на маленьком мониторе оценивает общую картину. А вот другой преподаватель предлагал использовать темное стекло, которое позволяло увидеть обобщенные тени. Известен и метод рассмотрения собственной работы в тени при низкой освещенности. Дробность, дрызг в тенях будут сразу очевидны. И остается, конечно, метод сравнения, работать отношениями, собирать пазл картины, примеряя светлое к более светлому или к более темному окружению. При этом можно вспомнить теорию Крымова и для вечернего вида, положим, брать тон на 2 порядка плотнее, чем тон солнечного дневного этюда. Но волшебное слово и здесь отношение, с чего бы вы ни начали и какой общий тон бы ни выбрали. Еще нужно помнить о заранее заложенных ограничениях. Акварель, например, или рисунок твердым карандашом заведомо не дотянут в тенях. Значит, либо придется жертвовать несколькими ступенями тоновой шкалы на свету, либо делать эти ступени переходы меньше, ближе, тоньше, нежнее. Как фото в высоком ключе. И обратно. Вы вынуждены будете слить тени, потерять там какие-то детали, если будете работать, положим, на темной бумаге, по темному грунту, только протемняя, без возможности высветления. Или вам снова придется уменьшать каждую ступень, занижать контраст. Как при фотографировании в низком ключе. Объемы и в высоком, и в низком ключе лепятся хуже, да и изображения в целом часто теряют выразительность, смотрятся вяло, бледно или слишком темно. Это можно компенсировать только широкой тоновой шкалой. И мы максимально расширим эту шкалу, если заставим темный быть максимально темным, максимально поглотить свет. То есть быть не просто черным, а даже не будучи черным, заставить свет провалиться, проникнуть как можно более глубоко, рассеяться, потеряться и уже не вернуться. А светлый быть максимально светлым. И это значит быть не просто белым, но, допустим, еще и фактурным, чтобы поймать
боковой свет и засветиться по максимуму. Когда нас привлекла какая-то затейливая вещица, нам хочется показать ее максимально информативно, и мы используем много средних тонов. Но контраст добавляет настоящего драматизма. Контраст, когда крайне правая и крайне левая ступень нашей тоновой шкалы отличается настолько, насколько это возможно, в рамках наших технико-технологических умений. Часто контраст принято избегать. В учебном процессе и позднее, если художник так и не обретает уверенность, это происходит. Да, и вот в безопасном среднем тоне менее бросаются в глаза огрехи в рисунке, композиции, в построении пространства и в цветовом равновесии. Здесь магическое слово «обобщить» применяется неправильно. Вместо того, чтобы обобщить тени и в противовес к ним обобщить цвета, вместо того, чтобы предложить яркое и, может быть, претензионное решение, художник прячется в комфортной середине. Серятину такое разводит, и кажется, картина выглядит более цельной, она объединена общим средним тоном, но это просто потому, что сцену погрузили в полумрак. Погасили яркие софиты в театре. Так и задремать можно, да, или наоборот, включили общий свет в зале, и мы видим все, даже нашего соседа, который там жует шоколадку и только что отхлебнул из фляжки. Мы видим, что там на сцене происходит, но наше внимание уже рассеяно, и мы не выделяем главное и второстепенное. Как мы уже отмечали, многослойный метод более технологичный и позволяет добиться вот этого максимального контраста. В технике а-ля прима, или то, что мы называем по-сырому, по-мокрому в акварели, это сделать сложнее. К белому на светах обязательно норовит подмешаться другая краска из соседних зон или из невысохшего подмалевка. Тени тоже трудно удержать неразбеленными, а значит, ловушка для света будет не идеальной, не полной. Часть света отразится, и тень не будет максимально темной, глубокой. Фактура в тенях, но это тоже не хорошо. Тени подсветятся боковым светом. Писать а-ля прима трудно, но возможно. Можно начинать просто с теней без белил, писать цвета без темного подмалевка. И в конце концов, руки-то никто не заламывает. Да, вроде а-ля прима, а потом еще один сеанс, чтобы вытащить цвета или хотя бы блики и дожать тон лессировкой в тенях. Почти всегда есть возможность усилить контраст и эффект в конечном итоге. А еще эффект зависит от простоты этой самой тоновой шкалы, или точнее, насколько выбор количества ступеней оправдан и как он соотносится с замыслом. 150 оттенков серого могут выглядеть слишком многословно, если вы не собираетесь вместе со зрителем окунуться в туманную дымку или показать сумрак сырого вечера. И, конечно, упрощать все до черного и белого – это тоже не вариант. Это можно держать в голове, но это уже мало оправдывает выбор техники масляной живописи. Мы же все-таки пытаемся говорить о полновесной станковой картине. Черное и белое – это минимализм, дизайн. Кто-то считает это следующим витком искусства, мне больше представляется таким прыжком в сторону и упрощением. Которое может быть приемлемо в каком-то интерьере, а золотая середина возможна, и в подтверждение этому есть множество примеров в истории мирового искусства. Просто художник в какой-то момент должен решить, что возможно представить действительно в виде силуэта, абсолютно плоского пятна, а что все-таки требует более тщательной детализации, проработки формы и, соответственно, большего количества тоновых градаций. И пока так.